Приветствую, друзья! Кроме просто шикарного за свои деньги Mark V, у компании Tempotec вышло еще и обновление их популярного аудиоплеера. Внешне его 3 совсем не изменился, а вот по начинке, скажем так, есть несколько ключевых моментов. ЦАП нам оставили тот же. Его роль по-прежнему выполняют 2 полноценных чипа Asahi Kasei. Вмешались лишь в усилительную часть устройства, чуть приподняв мощность на балансе и притушив ее на 3,5 мм. Да, не все так однозначно, а значит, нам опять есть о чем поговорить. Поехали! Коробка у девайса, на мой взгляд, какая-то невзрачная, выделяется лишь пара логотипов Hi-Res аудиосертификации. В комплекте шла документация, фирменный чехол, пара пленок на переднюю и заднюю часть плеера, 75-омная нагрузка и 2 Type-C кабеля, короткий и длинный. Чтобы к этому потом не возвращаться, нагрузка идет только на 3,5 мм разъем и позволяет избавиться от фона в каких-нибудь особо чувствительных наушниках. Но это совсем костыли. Уверен, такие вопросы нужно решать на уровне схемотехники. Чехол приятный, сидит плотно, но кнопки сквозь него не такие отзывчивые. Зато, конечно, сохраняет девайс и делает его внешне брутальнее. Сам плеер тяжеленький, на металлическом каркасе с 3-дюймовым сенсорным дисплеем, приятно щелкающими боковыми кнопками и куда более тугими, расположенными на передней части устройства. Сбоку у нас, соответственно, управление громкостью и питанием, а спереди пауза и перемотка. Из других элементов отмечу слот для карт памяти microSD до 2 терабайт, светодиод состояния, Type-C порт для зарядки и соединения с ПК и 2 выхода для наушников. Классический уже джек на 3,5 мм и балансный пентакон 4,4 мм. В руке аппарат лежит как литой, неплохо греется, прекрасно управляется вслепую, сенсор отзывчивый, ну и выглядит он как прилично сделанная вещь. Система на нем основана на Linux, никаких приложений к ней нет, но все, что нужно, она умеет. Музыку можно играть по папкам, альбомам или жанрам. Именно здесь, кстати, спрятаны настройки воспроизведения, к которым почему-то отнесли параметрический эквалайзер и систему настройки звука MSEP, обновление медиатеки, повтор, переходы, пару настроек для DSD, программное ограничение громкости, баланс каналов, цифровые фильтры, скорость воспроизведения, уровень усиления и не очень понятное мне звуковое поле, настроенное на 0. В беспроводных интерфейсах доступен HiBelink для управления плеера через смартфон, Bluetooth, Wi-Fi, DLNA, AirPlay и импорт музыки по Wi-Fi. Меню книги активирует просмотр текстовых файлов. И это в 2025 году. Читать на столь маленьком экране совершенно неудобно. А для аудиокниг, которые сейчас как никогда актуальны, данный плеер не заточен совсем. Слушать-то их можно, но без сохранения места прослушивания, закладок и иных важных для этого дела функций. Что, если честно, немного расстроило. Из стриминговых же сервисов пока доступны только Tidal и Cabos. Сверху, как на смартфоне, тут опускается шторка с быстрым доступом. Ее можно настраивать из системного меню, и здесь же дублируются функции воспроизведения. Актуальная на сегодня прошивка это 1.0, и в ней время от времени вылетает ошибка с невозможностью получить доступ к файлу, и порой аппарат сам уходит в перезагрузку. Других проблем у меня не было. Плейлисты читаются, в них мы проваливаемся как в папку. Обложка отображается, да и весь нужный функционал, как говорится, под рукой. Если на телефоне вы хоть раз пользовались плеером, то быстро разберетесь.
Читаются все возможные форматы музыки. PCM поддерживается до 32 бит 768 кГц, а DSD до DSD 512. Bluetooth наушники поддерживаются, но эта идея очень спорная, так как какого-то прогресса на фоне вашего смартфона данный плеер предоставить не в силах. Из плюсов: музыку не надо копировать в телефон, поддержка aptX HD и LDAC кодеков, ну и батарея у плеера расходуется своя. Wi-Fi тут скорее для стриминга и обновления прошивки. Из интересного: в системном меню можно отключить светодиод, пробуждать экран по 2 тапам и выбрать действие при подключении плеера к ПК. V3 Blaze, как и его предшественник, может выступать в роли стационарного ЦАПа. Но есть у этого пункта важный нюанс. Задержка звука получается около секунды. То есть монтировать ролики, играть в игры или смотреть кино мне было некомфортно. Частично это решается установкой фирменного драйвера, однако полностью совместить голос с губами у меня так и не получилось. Возможно, исправят с обновлениями. Ну и из важного: на 3,5 мм разъеме мощности стало меньше, всего 245 мВт против 330 у прошлой ревизии. Зато на балансе стало 825 мВт, а было всего 610. Заметьте, теперь значение некратное, что странно. Удивил еще MQA, который в прошлой ревизии был 16X, а до Blaze дошел в 8X. С чем это может быть связано, мне тоже непонятно. Замеры я проводил в 24 бита 96 кГц с каждого из выходов на АЦП и Wanda Cosmos. Как итог, у нас хорошие результаты и на 4,4 мм, и на 3,5 мм джеке. Заметьте, не отличные, а именно хорошие. Гармонические искажения составляют 161 и 197 000%. В децибелах это минус 100 и минус 97. Интермодуляционные же показывают минус 104 и минус 101 децибел на балансном и 3,5 мм выходе соответственно. При этом АЧХ тут отличная, высокий динамический диапазон, шумы на минус 150 дБ и низкое взаимопроникновение каналов. Еще раз скажу, это хороший, но далеко не отличный результат. Куда хуже, чем было заявлено. Оправдать это можно лишь огромным запасом по громкости, на которой вы, естественно, никогда не будете слушать музыку. На слух Blaze полностью соответствует своей цене. Подсушенная ближе к мониторной подаче, прекрасный напор, динамика и разрешение, но без какого-то акустического изыска, расширенной мелодической части или ухода в эмоциональную выразительность. Все скромно, чисто, честно и очень разборчиво. Я бы назвал такой звук аскетичным. Именно его вы можете услышать в любой недорогой студии или на концерте где-нибудь в Доме культуры. Попытка же его как-то улучшить при помощи встроенного эквалайзера все только портит, как и идея подключить к нему наушники из верхнего ценового сегмента. По мощности он все, конечно, вытягивает, но по возможностям не раскрывает. Идеально Blaze спелся с планарными 7 Гц Timeless 2 и KZ PRX. Главное, чтобы настройка была по Harman или еще экспрессивнее. Ровный звук на столь нейтральном плеере вообще не вдохновляет. Звучание здесь тяготеет к микроэлементам, что делает его очень подробным, напористым и воздушным, но со сложно понимаемыми образами, без собранности, вовлеченности и естественной живой атмосферы. Отсюда по стилистике к нему прямо просится все электронное и тяжелое, где практически нет живых инструментов. Слишком уж все гранулярно, неестественно плоско и немного отстраненно. Хотя знаю, есть любители и для такого характера.
В качестве сравнения могу вспомнить только мобильные решения от Fosi Audio, но там был совсем примитивный звук. Здесь же кое-какой потенциал имеется. Бас в меру глубокий, зато текстурный и очень упругий. Серединка скорее строгая, четкая, с излишне скрупулезной прорисовкой всех элементов композиции. Как и верха, которые тоже почти лишены мелодики и эстетической утонченности. Для меня это как-то грубо и в акустическом смысле просто. Но я слушаю в основном живую музыку, включая оркестровые записи, джаз и всякие этнические раритеты. Очень мне тут не хватило масштаба, полноты, баланса и мелодики. Зато у нас чуть ли не идеальный контроль, высочайшая проработка текстур, атаки и прямо выверенная техническая часть. Эшелонирование, если прямо вслушаться, заметить можно, как и зачатки голографичности. Энергетика тоже в рудиментарном состоянии, отчего звук практически не зажигает. То есть за его цену вопросов к аппарату нет. Однако я с большим удовольствием слушаю Shanling M0 Pro. Но нет в нем легкости, насыщенности, эмоционального раскрытия и красоты в передаче текстур. Только набор каких-то аудиальных пикселей. Для металлистов и рокеров он, конечно, подойдет, но не для опытных меломанов. Подводя итоги, портативный аудиоплеер Tempotec V3 Blaze приятно выглядит, имеет богатый комплект, хорошую начинку с двумя полноценными конвертерами Asahi Kasei, aptX HD, LDAC кодеки на Bluetooth, поддержку управления со смартфона, стриминговые сервисы и прямо-таки гигантский запас по громкости. По звуку все довольно нейтрально, подсушено и как-то отстраненно, с уклоном в разрешение, техническую часть и превосходное разделение инструментов. То есть без явно выраженной мелодики, насыщенности, масштаба, собранности и полноты. Для любой агрессивной и, например, современной танцевальной музыки это самое оно. Мне здесь не хватило погружения, изысканности в нюансах и хорошо очерченных образов. То есть аппарат прекрасно вписывается в свой ценовой сегмент. Ну и с прошивкой пока есть нюансы. Ошибки, высокий нагрев и перегрузка в момент работы. Но то, думаю, починят с обновлениями. А на этом у меня все. Это была модель Tempotec V3 Blaze. Не забывайте, что у нас есть группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!